Фикс Прайс в этом году меня просто поразил. Коллекция тыква– это просто что-то. Это такая классная осенняя, очень атмосферная коллекция. От нее просто веет уютом и теплом. Случайно зашла полюбопытствовать, а тут они. В общем, ушла я с кучей покупок. Чуть позже вам покажу все, что приобрела. Укажу цены, артикулы, чтобы вы могли быстро найти на сайте Фикс Прайс нужную вам позицию. А ближе к концу видео вас ждет вариант сервировки стола с некоторыми покупками из Fix Price. И, конечно, под видео и в описании будет разбивка на эпизоды, чтобы вы, не теряя времени, могли быстренько перескочить к интересующей части. Довольно давно не заглядывал в Fix Price. Могу предположить, что очень много из осенней коллекции расхватали. Но то, что я увидела, честно, я была в приятном шоке. Там представлены такие штучки, которые очень схожи с позициями из Кюхенленд, только раз в 10 дешевле, наверное. Так что, если ищете что-то определенное, но не нашли в ближайшем магазине, попробуйте зайти в другой, и, возможно, там окажется то, что вы искали. Как тыквенный маньяк, я не могла не приобрести вот такую тарелочку. Очень чесались руки прикупить еще одну и в белом цвете, но что-то меня остановило. Но вот сейчас, озвучивая видео, смотрю на нее и чувствую, все-таки побегу приобрету. Тогда выбрала именно оранжевый цвет, потому что он более атмосферный. Написано, что тарелка декоративная, хотя сделана из керамики. Наверное, для использования под украшение или просто как декоративный элемент на полочку. Но я собираюсь использовать как обычную тарелочку для подачи каких-то блюд. Горячая, наверное, не стоит на нее класть, кто знает, а вдруг лопнет. А так, а почему бы и нет? Баночка тыквы тоже абсолютно милая. Я хочу использовать ее для хранения чая в осеннее время. Очень приятно. С утра встаешь, хочешь заварить чай, открываешь шкафчик, а там стоит это оранжевое чудо. Мне сначала показалось, что замок хлипкий. Но нет, все нормально, зато он легко открывается, нежели такие стандартные, знаете, вот более мощные замки, как вот, допустим, на икеевских банках. Не могла не приобрести эту чашечку в свою коллекцию. Очень похожие есть в Кюхенленд. Они там, по-моему, около 900 рублей стоят. А здесь, можно сказать, просто даром. Причем качество отличное. Уже пользуюсь, сколов нет, кипяток выдерживает отлично, не трескается, не лопается. Искала я оранжевый, но не нашла. Но этот цвет ничем не хуже. Такой благородный, спокойный. Люблю эту чашечку. Очень хороший объем, не маленькая. Отличная. Следующее мое тыквенное чудо– это шкатулка. Выполненная из керамики, очень качественно, ни одного дефекта, просто идеальная. Тоже аналог Кюхенленд за смешные деньги. Можно использовать не только как шкатулку, но и как баночку для соли, как сахарницу, в общем, как вашей душе угодно. Также ее можно использовать и для конфет, как конфетницу. Но я, наверное, насыплю соль и поставлю на столешницу. Так будет удобно и симпатично. Еще вещица а-ля Кюхенленд– это масленка. Она просто невероятная. Также выполнена из керамики. Но здесь уже исполнение похуже. Кое-где есть неровности. Ну ладно, мне это не так принципиально. Сначала купила оранжевую. Долго радовалась. Тут уж я не справилась с собой и взяла еще и ее. Вот белая выполнена идеально. Они обе великолепные. Буду использовать то одну, то другую. Пусть радует глаз в осенние денечки, пусть поднимают настроение. Кстати, их можно использовать одновременно. Одну, допустим, для масла, другую для сыра. Масленка хорошая по размеру. Стандартная упаковка масла 180 грамм отлично помещается. Приобрела набор тыковок. Муж увидел, говорит, что в детство, что ли, впала. Зачем тебе детские овощи? Ну, ему-то не понять, зачем. Я купила их, хочу выложить в вазочку. Они как настоящие. Цвета спокойные, натуральные. Будет отлично смотреться. Еще одна милота– это вот такие тыковки. Солонка и перечница на подставке. Очень классные, качественные. Купила два варианта, потому что не смогла устоять. На сайте Fix Price не нашла этого набора, поэтому артикул не написала и фото тоже не смогла вам подгрузить. Этот листочек можно использовать, кстати, и как подставку под ложку, когда готовите. Единственное, я случайно задела краем об тарелку и сразу откололся кусочек краски. Так что могу сделать такой вывод, что покрытие не очень прочное. И формочки для печенья. Не поверите, но долго искала формочки в виде тыквы везде, в том числе на Яндекс.Маркете, Озоне, в Ваутберрисе. Там было либо не то, что хотела, либо дорогие, от 1000 и выше. Ну, для формочек это перебор, я считаю. Но мечты сбываются. Вот уж где не ожидала их найти, так это в Фикс Прайсе.
просто идеальные. Тут и по форме тыковки разные, и по размеру, а цена практически бесплатна. И еще форма, но она уже для запекания. Классные фигурки с осенним мотивом. Я взяла преимущественно для льда. Люблю большие льдинки для напитков. Коричневая оставалась одна, как будто ждала меня. Была бы еще такая с тыквами, я бы точно купила. А какие гирлянды там? Вроде висят такие неприметные. Я увидела совершенно случайно. Вообще сначала подумала, что это ерунда какая-то. А потом заглянула в коробочку. Мама дорогая, там тыковки, да кленовые листочки, да еще и с лампочками. А тыковки, как из стекла выполнены. Такие классные. Длина 3 метра с небольшим. Работает от 2 пальчиковых батареек. В общем, взяла я все разновидности гирлянд на осеннюю тематику, все, что увидела. И просто тыковки без листочков и желуди. Но эти покороче, они по 2 метра и немножко подешевле. Просто невероятнейшие. Да еще и по такой цене это просто находка, моя любовь. Придают такое уютное, таинственное, теплое настроение, какое-то сказочное. Ну, невероятное, правда. В фикс-прайсе, кстати, продаются алкалиновые пальчиковые батарейки, которые подходят для этих гирлянд по очень демократичной цене. А батарейки обычно беру именно там. Хватает их надолго. А еще эти стаканы. Это волшебство какое-то. Фикс-прайс в этом году просто настолько меня счастливил, я вам даже передать не могу. Посмотрите на эту красоту. Я даже не буду комментировать ничего. Скажу просто, что взяла все варианты данных стаканчиков и с тыковкой, и с желудем, и с ежиком. Стаканы визуально кажутся не такими уж большими, но на самом деле по объему они 570 миллилитров, и, что здорово, выполнено из боросиликатного стекла. Так что можно наливать не только прохладные напитки, но и горячие. На этикетке указан диапазон температур от минус 30 до плюс 230 градусов. Невероятные стаканы. Я в восторге. В фикс-прайсе, кстати, я видела подобные стаканы на летнюю морскую тематику. Там, кажется, с объемным синим дельфином я видела и с объемной морской звездой в золотом, по-моему, таком янтарном цвете, вот как ежик. Не смогла пройти мимо вазы. У меня их куча, могу сама уже продавать, но такой у меня нет в плане формы и цвета. Очень красивый оттенок стекла, форма интересная. Я подумала, что на осень очень хорошо подойдет. Это была самая первая покупка для осени. Я ее покупала, по-моему, еще летом, не подозревая о том, как она будет здорово сочетаться с моими будущими приобретениями. Поместила я в нее веточки, которые приобретала в прошлом году, тоже в фикс-прайсе. Мне кажется, отлично смотрится. Но также будет здорово смотреться с различными сухоцветами. С натуральной пампасной травой будет вообще невероятно. Случайно увидела такие соусницы. Сначала как-то не вдохновилась, а потом представила, как здорово они будут сочетаться на столе с другой посудой из этой же янтарной серии, и взяла. Оставались 2 штучки, докуплю еще 2, если найду, чтобы уже был комплект. И как соусница будет смотреться, и какие-то специи можно хранить в них, и, допустим, очищенные зубчики чеснока, как заготовка для салатиков и прочих блюд в холодильник на неделю. Ну и прочее, и прочее. И заварочный чайник. Какой же он красивый. Сделан очень качественно, с ситечком. Можно не беспокоиться, что чинки или ягодки попадут в чашку. Выполнен так, что не придраться. Золотая крышка. На ней моментально появляются отпечатки пальчиков. Но это все вполне решаемо. Выполнен из боросиликатного стекла, выдерживает низкие и высокие температуры. Объем литр. Это здорово. Люблю большие заварочные чайники. К нему можно подобрать чашки, стаканы в той же стилистике. Из этой же серии приобрела салатник. Очень красивый. Сразу что-то я подтормозила. Думаю, приду, посмотрю, как будет выглядеть в совокупности со всеми другими предметами из этой же серии. Да и вообще у меня на кухне. Пришла, посмотрела, мне очень понравилось. Наверное, вернусь и докуплю еще 3 штучки. И бокал для вина. Мы такие используем для воды, не совсем по назначению. Они очень красивые, тоже янтарного цвета. Баночка из той же серии. Она может использоваться и как конфетница, и чай, кофе можно в ней хранить, и как шкатулку можно использовать, и как все что угодно. Она и в Новый год будет классно смотреться. Если у вас золото в интерьере, она здорово подойдет. Все предметы из серии янтарь отлично сочетаются друг с другом. Я считаю, это обалденная серия Fix Price. Смотрится очень достойно на самом деле, вот как по мне. Покажу вам пример сервировки с помощью этих предметов.
Вообще, я не люблю яркие вещи, и у меня их практически нет. Мне они нравятся как сами по себе, либо когда я прихожу к кому-то в гости. Но у себя дома почему-то долго не могу выдерживать красочность. У меня сразу идет такое чувство беспорядка, что ли. Но вот сезонные вещи, то, чем не пользуюсь постоянно, круглогодично, и как только они поднадоели, я могу их просто убрать. В таких случаях я могу приобрести яркие вещички. Для разнообразия, эмоций, для ощущения определенного праздника. На повседневной основе все-таки нет, пока что я не готова. По-моему, получилось очень здорово. Пишите, как вам. Буду ждать ваших комментариев. Целую вас, обнимаю. Прекрасных, уютных осенних денечков вам. Увидимся в следующем видео. Всех целую, крепко-прикрепко обнимаю. Пока-пока. I keep dreaming, but my dreams keep flying away. It's somewhere far beyond. Keep chasing them and I never rest for a day. There's something I don't do. I feel the wind blowing my face, but that's alright. I smile at people passing by. Some smile back, some might not. I'm always looking for a shade when it's hot. I've been low key and I'm trying to stop.